Привет всем! Сегодня мы отправляемся в путешествие по мифам и легендам, тем историям, которые кажутся чистой фантазией, но при ближайшем рассмотрении могут оказаться отголосками реальности. Мы привыкли думать, что мифы — это просто выдумки древних, созданные для развлечения или объяснения загадок мира. Но что, если за некоторыми из них скрываются настоящие события, искаженные временем? В этом видео мы разберем несколько малоизвестных легенд, которые редко всплывают в популярных обсуждениях, и попробуем понять, где тут правда, а где плод воображения. Готовы? Тогда начнем. Первой на очереди у нас легенда о затонувшем городе Китеже из русского фольклора. Это история о средневековом городе, который якобы ушел под воды озера Светлояр в Нижегородской области, чтобы спастись от монгольского нашествия в XIII веке. Говорят, что праведные жители молились о спасении, и Бог скрыл Китеж под водой, сделав его невидимым для врагов. Иногда рыбаки слышат звон колоколов из-под озера, а в ясные дни можно увидеть очертания башен. Красивая сказка, не так ли? Но давайте подумаем, что могло вдохновить эту историю. Историки знают, что в период монгольских набегов многие русские города действительно исчезали. Их сжигали, разрушали, а выжившие уходили в леса или болота. Светлояр – озеро вулканического происхождения. И геологи предполагают, что в прошлом здесь могли происходить небольшие землетрясения или оползни, способные затопить поселение. А вдруг Китеж – это память о реальном городе, который поглотила природа во время хаоса XIII века? Колокольный звон, о котором говорят легенды, мог быть звуком ветра или воды в карстовых пустотах под озером. Явление, известное в таких местах. Конечно, идея невидимого града – это уже поэтическое преувеличение, но сама катастрофа могла оставить след в народной памяти, превратившись в миф о божественном спасении. Теперь перенесемся в Южную Америку, к легенде о золотом городе Пайтити. Это не Эльдорадо, о котором все слышали, а менее известная история из перуанских Анд. Инки рассказывали о тайном городе, спрятанном в джунглях, полном золота и сокровищ, куда жрецы унесли богатство, чтобы уберечь их от испанских конкистадоров в XVI веке. Звучит как мечта авантюристов, но экспедиции до сих пор ищут Пайтити. И есть основания думать, что это не просто выдумка. В 2009 году в перуанских джунглях с помощью спутников обнаружили следы огромного комплекса построек, скрытых под растительностью. Археологи нашли там дороги, террасы и стены, признаки развитого поселения, которое могло быть убежищем инков. Что любопытно, испанские хроники упоминают, что часть инкских сокровищ действительно исчезла бесследно после падения Куско. А местные племена до сих пор передают истории о золотой земле в горах. Может, Пайтити – это не мифический город из золота, а реальная крепость, куда инки отступили, чтобы сохранить свою культуру. Джунгли быстро поглощают следы цивилизации, и то, что мы видим как легенду, могло быть стратегическим ходом выживания, приправленным слухами о несметных богатствах. Дальше отправимся в Африку, к мифу о королеве Аминату из народа Хауса. Это воительница, правившая в XV-XVI веках в районе современного Нигера, якобы возводила города, окруженные глиняными стенами, и вела войны, расширяя свои земли. Легенды гласят, что она была непобедима, а после ее смерти города исчезли, словно их поглотила пустыня. Историки спорят, была ли Аминату реальной фигурой или собирательным образом, но археологические находки в Западной Африке подтверждают, что в то время там действительно существовали мощные государства с укрепленными поселениями. Раскопки в регионе Зиндер показали остатки стен из обожженной глины и следы торговли с дальними странами. Аминату могла быть лидером одного из таких центров. А что насчет исчезновения ее городов? Песчаные бури и изменения климата в Сахеле легко могли похоронить эти поселения под дюнами. Интересно, что в устных преданиях Хауса Аминату часто называют полубогиней, что намекает, как реальная правительница могла обрасти мифическим ореолом. Ее история – пример того, как выдающаяся личность становится легендой, когда факты растворяются в веках. Теперь заглянем в Азию, к китайской легенде о летающих колесницах эпохи императора Яо. Это примерно 2300 лет до нашей эры. В древних текстах, таких как Шань-Хай-Цзин, упоминаются машины, которые поднимались в небо и помогали бороться с наводнениями. Звучит как научная фантастика.
Но что, если это не совсем вымысел? Китайцы того времени были мастерами инженерного дела. Они строили плотины, каналы и даже использовали воздушных змеев. Некоторые исследователи предполагают, что летающие колесницы могли быть большими змеями или примитивными воздушными шарами, наполненными горячим воздухом от костров, которые использовали для разведки или сигналов во время наводнений. Представьте, река Хуанхэ выходит из берегов, и жрецы запускают в небо огромного змея, чтобы показать людям, куда отступать. Со временем эта технология забылась, а рассказы о ней превратились в миф о чудесных машинах. Здесь реальность могла быть куда проще, чем легенда. Но сам факт, что древние китайцы экспериментировали с воздухоплаванием, заставляет задуматься, что еще мы недооцениваем в их знаниях. И, наконец, давайте поговорим о легенде с островов Тихого океана, о затонувшем континенте Му. Он не так известен, как Атлантида, но в XIX веке о нем много писали. Му якобы был огромной цивилизацией, которая исчезла под водой тысячи лет назад, оставив лишь разбросанные острова Полинезии. Идея звучит фантастично, но геология дает подсказки. В Тихом океане есть следы древних вулканических катаклизмов и поднятия уровня моря после ледникового периода. Например, около 10 тысяч лет назад многие низменные земли действительно ушли под воду. Полинезийцы, великие мореплаватели, передавали истории о потерянной родине. Может, Му — это память о затопленных островах, где жили их предки? Археологи находят на дне океана следы человеческих поселений. Например, каменные якоря и затопленные дороги у берегов Микронезии. Конечно, это не доказательство существования целого континента, но вполне реальная основа для мифа о прошлом, которое поглотил океан. Что общего у всех этих историй? Они рождаются там, где реальность сталкивается с человеческим воображением. Китэш, Пайтити, Аминату, летающие колесницы, Му — это не просто сказки, а способ сохранить память о событиях, людях или технологиях, которые иначе были бы забыты. Мифы — это как эхо истории, доносящие до нас обрывки правды. И вот что я хочу спросить у вас. Какие малоизвестные легенды из вашего края могли быть реальными? Делитесь в комментариях, давайте разбираться вместе. Если вам понравилось это путешествие по скрытым уголкам прошлого, ставьте лайк, подписывайтесь, впереди еще много тайн. До скорого!